Приветствую, друзья! Первый вопрос, который возникает у вас в голове: кто я и что я здесь делаю? Ну, у меня в офисе здесь рутина, скукота и вообще ничего интересного, поэтому я предлагаю сменить картинку. Для этого видео я выбрал 5 интересных локаций. Меня зовут Виталий Черясов, и я являюсь основателем международной консалтинговой компании. 2 года назад я с семьей переехал в Объединенные Арабские Эмираты, где с того же дня со своей компанией Uppercase я начал покорять вершины консалтинга. Сейчас я и моя команда работаем над уникальным проектом Upper Business. Это онлайн-платформа, при помощи которой вы сможете открыть свой реальный бизнес в любой точке мира, фактически не вставая с дивана. Именно поэтому я решил запустить видеопроект «Вверх», где буду рассказывать вам о том, как же это сделать. Арабские Эмираты будет первая страна, с которой мы и начнем. Погнали! Объединенные Арабские Эмираты – одна из самых богатейших стран мира, известна своей лояльностью к зарубежным инвесторам и открытой политикой по ведению международного бизнеса. ОАЭ состоят из 7 эмиратов. Каждый из них имеет свои собственные процедуры открытия компаний. Несмотря на то, что на территории страны действуют общие федеральные законы, каждый эмират имеет различные дополнительные правила и положения для открытия бизнеса. Репутация Эмиратов как мирового экономического центра привлекает внимание множества иностранных бизнесменов, инвесторов, предпринимателей со всего мира. В Эмиратах нет налогов на доход, личную прибыль и дивиденды, и это является неоспоримым преимуществом. Экономическая стратегия наглядно демонстрирует постоянное развитие и современный подход к бизнесу. Это стало возможным благодаря стремлению политического руководства страны отойти от однозначно преобладающей доли нефтяного и газового сектора экономики. Рынок ОАЭ очень молодой, поэтому мотайте на ус. Многие ниши еще свободны, либо в них незначительная конкуренция. Родился и вырос я в небольшом городке в Казахстане. Проживая там, я постоянно хотел перебраться в город побольше. Закончив школу, я поступил в университет на юридический факультет и закончил его успешно. После завершения учебы в университете я начал заниматься различными бизнесами. Но не все получалось, где-то складывалось, где-то нет. И в 2009 году с партнером мы открыли консалтинговую компанию и начали оказывать юридические услуги населению. В Эмиратах существует 3 возможных варианта открытия компании. Это местная компания, свободная экономическая зона или фризон и офшорная компания. Если компания изначально ориентирована на ведение бизнеса на территории Арабских Эмиратов, или ты намерен принимать участие в государственных тендерах и заключать государственные контракты, наиболее выгодно и целесообразно открытие местной компании, или как они здесь называются, Mainland. Когда нет необходимости продавать товары или услуги на местном рынке, но офисные помещения и персонал необходимы, на помощь приходит фризон. Третье – это офшорные компании. Да, в Эмиратах они тоже есть, но офшоры – это не всегда что-то плохое или незаконное. Лично я рекомендую открытие офшорной компании для планирования наследования, организации холдинговых структур. И да, кстати, офшорные компании могут выступать собственниками недвижимости на территории Арабских Эмиратов. Меня часто спрашивают: Виталий, с чего начать бизнес, с чего вообще начать? Успешный успех – это не про меня. В своей жизни, в своей предпринимательской деятельности я совершал множество ошибок. Совершив ошибку, я вставал, переваривал и двигался дальше. Важно в этой ситуации, конечно, не совершать одни и те же ошибки по несколько раз. Такое тоже бывает. И если ты каждый день что-то делаешь, то ты обязательно достигнешь результата. Важно не опускать руки, не сдаваться и двигаться вперед, а лучше вверх. Топ-3 бизнес-мифа в Арабских Эмиратах. Миф первый. В Дубае нечего делать обычным бизнесменам. Здесь все только для шейхов или для миллиардеров. Безусловно, для открытия бизнеса в любой точке мира необходимы первичные капиталовложения. Но в сравнении с теми ресурсами, которые потребуются от бизнесмена для старта, к примеру, в той же Европе, открыть свое дело в ОАЭ достаточно просто и недорого.
Стартовать можно быстро и без огромных бюджетов. Скажем, $10 тысяч будет достаточно для начала во многих случаях. При этом вас не будут грабить непонятными налогами и различными поборами. Да, и коррупции тут тоже нет. Миф номер 2. Чтобы быть успешным бизнесменом в Эмиратах, нужно знать арабский язык или быть местным жителем. Имея даже базовые знания в английском, вы легко сойдете за своего. Все указатели и официальные документы переведены на английский язык. Газеты, сайты, радио, телевидение – все на английском. Когда вы звоните в любую компанию, вам ответят на английском языке в 99% случаев. Здесь правят бизнес-этика и законы партнерства. Местные арабы тоже граждане мира. Как правило, они получили хорошее образование в США, Англии или даже в Японии. Миф номер 3. Женщина не может работать или открывать бизнес. Если арабскую женщину притесняют дома, то на белую женщину точно набросится в аэропорту. Но женщинам в Дубае хорошо. Ведь Дубай – это прогрессивный город, где дамы давно занимают руководящие позиции и крупные государственные посты, открывают бизнес, водят автомобили и легко получают международное образование. Плюсы жизни в Дубае – развитая инфраструктура, море под боком, безопасность, деньги любят безопасность, развитый банковский сектор. Вообще Дубай – это оазис мечты. Мечты для жизни, мечты для бизнеса. Я считаю, что каждый может найти здесь свое дело. Здесь для каждого есть место под солнцем. И уже в следующем выпуске я начну показывать, как устроены фризоны изнутри, и мы также заглянем к регуляторам местных и офшорных компаний. Это был первый выпуск видеопроекта «Вверх». Я очень старался, а теперь постарайся и ты. Оставляй комментарии, ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока!